Это была поздняя осень 1937 года. Уже снег выпадал. Однажды вечером, поздно, мы уже собирались ложиться спать, и к нам постучали, и вошли двое мужчин. Спросили, они не сказали, кто они, но спросили, где ваш отец? Мама сказала, что он уехал в другой город, он был сапожником, поехал за товаром, ну, всякий там материал для сапог, туфель. Они говорят, один из них говорит, когда он придет, скажите, если это будет еще до, не очень поздно, пусть придет в НКВД. НКВД. Мама говорит, хорошо, хорошо, я скажу. Но так как уже он пришел, действительно очень поздно приехал, вот, тогда мы стали ему говорить, что отец, не надо ходить, у тебя есть паспорт. Он единственный в нашем селе имел паспорт. Он сделал кому-то из начальства там, сапоги, и ему дали паспорт, и он мог уехать. Он говорит, я пойду утром, сейчас поздно, утром я пойду, я ни в чем не виноват. И мама и брат старший, у меня старший брат на 8 лет старше, говорит ему, отец, смотри, уже около 20 человек забрали, уже никто не возвратился. А он говорит, я же знаю, они, наверное, виноваты. Я же знаю о себе все, я же знаю, я ни в чем не виноват. Ну не надо, ну давай, уезжай куда-нибудь, уезжай, вон там есть родственники, уезжай. Он говорит, нет, никуда я не пойду, уверяю, это недоразумение, уверяю тебя, что буквально сейчас я пойду там, что-то расспросить, и меня отпустят. Я же не спал там, наверное, до 3 часов, поздно, я не мог спать, я бегал в туалет. Поэтому я не помню так, чтобы... Как это было, как он одевался, что он говорил маме, этого я не знаю. Дверь схлопнула, я проснулся. Она говорит, ушел. Батька пішов. Мама говорит, ты пойдешь в школу? Я говорю, нет, смотри, опять там начну бегать в туалете. И я в школу не пошел. Понимаете, это я помню. Что я был дома, ждал. Я сидел и вот так вот просыпался, все засыпал. Мама говорит, иди ложись, иди лягай. Вот. Но как-то я... Поэтому, ну, видимо, коли она сказала, я же казала. Вот, так что она вечером уже поняла, что все. Однажды кто-то из соседей был в городе, где отец мой находился во время ареста, город Бердичев такой на Украине. И, значит, пришел, говорит, вы знаете, сегодня гнали куда-то целую колонну народа на вокзал. Их перегоняли. И ваш папа, значит, спрашивал, мама была беременной, и он спрашивал, показывал на груди, мол, что? Ну, а мы не знали, не поняли. Потом мы поняли, что это он хотел спросить, как она родила, или просто хотел узнать, как мама, как жена. Вот. Ну, и говорит, нам сказал кто-то из конвоиров этих, что их перегоняют, повезут в Винницу, город Винница. Это все было на Украине. Ну, значит, вначале мы ездили в Бердичев, в этот Бердичев первый раз, куда был арестован отец. Передачу мама носила, брали, а потом передачу не взяли. Там такое окно, мама рассказывала, вот, окно такое, там очередь огромная, и она туда передают, они там проверяют все. И я сказала, Медведский, нету Медведского, все, выбыл. И все, выбыл. Пришла оттуда заплаканная, я всю дорогу плакала, там 20 километров, там не было же никакого, это же пешком.
Туда 20, назад 20. Ну, поддержат и выпустят. Поддержат и выпустят, наверное, где-то. Нет, ну, мысль все-таки была, что что-то он сказал, понимаете, об этом. Хотя мы еще не знали, что за слова арестовывали, за слова. Но все равно мама говорила, вот знаете, языком ляпая языком, может, что-то наговорил. Понимаете, так что вот примерно вот такой разговор был. Это было такое. Прошло год, что ли, я решил написать Иосифу Виссарионовичу письмо. Вот. Это у нас там такой был сосед. Напиши, ты ребенок, напиши, ничего не будет. Напиши письмо. Скажи, что твой папа ни в чем не виноват. Пусть разберутся. Я написал письмо Сталину, и пришел ответ от Сталина. Там в письме было написано: Толя, я Анатолий, Толя, твой отец враг народа. Откажись от него. И если у тебя есть ребята, еще другие, у которых собрали родителей, откажитесь, они враги народа, они хотели погубить нашу страну, Советский Союз. Ты подойди к своей учительнице, покажи это письмо, пусть она тебе напишет, маленький такой, поможет тебе выступить перед пионерской организацией, и ты, так сказать, откажешься от твоего отца. Ну, наступило время, когда уже действительно учительница мне написала. Это такой мой доклад на 1 минуту, на 2 минуты. Вот. И я собирался уже это делать, уже кончились уроки, значит, на последнем уроке должно быть это наше, как оно там, собрание, вот, пионерской организации. И вдруг уже звонок зазвенел, и вдруг стук в дверь, вбегает девочка и говорит: Марья Ивановна учится, Марья Ивановна, вы знаете, Вова тонет в туалетной выгребной яме, там по шею. И, значит, мы все побежали туда, конечно. Тащили этого Володя Кравченко. Володя, он меня спас от того, что я не отказался. Потому что это был целый кошмар. Его тащили, он туда нырнул опять, там были на улице, это сразу у нас за школой сзади был туалет. Его тащили, дали палку, палка поломалась, и он туда с головой. Это был кошмар. И он, значит, вылез оттуда, ну, кто-то придумал, дал ремни, ему 2 ремня, и его вытащили. И кто-то, учителя уже сбежались, директор пришел, давайте через окно эту самую воду, там столовая рядом, значит, через, по-моему, смотрите, он же кошмар. Вот. И, значит, и взяли эту шланг, к нему близко очень приставили, и кто-то очень резко там включил воду. Это как брызнуло на нас всех, человек 25, наверное, облило. Это был кошмар. И потом мы все разделись, учителя, директор, разделись и шли на улицу, нам говорили: чего от вас так плохо пахнет? Это вы плохо учитесь. В общем, вот и так Володя, и я не отказался от своего отца. А потом немцы, началась война. Пришли немцы, захватили уже почти всю Украину. И вдруг одна женщина приходит и говорит: я приехал из Винницы, там идут раскопки наших репрессированных. И одна женщина нашла своего мужа, ей даже немцы разрешили взять. И мы думаем: батюшки, неужели это так может быть? Это был 42-й год. Думаю, неужели, может быть, мы пошли к этой женщине, и там действительно похороны, уже он лежит в гробу, это ее муж, ну, которого там расстреляли. Мама говорит: слушай, а как это, как тебе дали? В общем, стала расспрашивать,
И ей женщина говорит, только, пожалуйста, бери с собой щетки какие-нибудь, потому что они все обсыпаны какой-то грязью, белой, какой-то такой белый порошок, ты не узнаешь лицо. Я взяла, хорошо, что у меня там что-то было такое шерстяное, и я вытирал, они там лежат на поле, прямо целое поле, и там лежат они лицом вверх, и люди приходят и там узнают. Поэтому возьми. Ну, мы взяли 2 щетки, бабушка и я, мама не смогла, мама разболелась совсем. И мы приехали туда, и действительно, когда мы подошли к этому полю, это был такой запах страшный, кошмарный. Пришли туда, там стояли такие столы, хирургические столы, те, которые лежат патологоанатомическом, так сказать, театре это называется. Вот, и лежат там трупы, и на полу, на земле, на траве много могил, много народа лежит, просто, наверное, там 1000. Вот. И мы, значит, подошли, начали искать, брали щетки, стирали эту белый порошок с лица. Вот, и бабушке стало плохо. Мы просмотрели человек 10, наверное. И я так думаю, и все были не те. Потом я-то меньше волновался, а с бабушке стало плохо. К ней подошли немедленно, она упала. Немецкие врачи пришли, взяли ее, посадили, дали там, видимо, нашатырный спирт. Она сидела, но бледная, а мне говорит, иди, малыш, иди, смотри. Он немножко по-русски говорил, иди смотри, вот, смотри, лежит человек животом вниз, и у него отрезано, скальп снят. И смотри, дырочка, видишь? И вон там такая дырочка, и у того такая дырочка. Им стреляли в затылок. После того, как вы вернулись, вам снились кошмары? Ой, да, это было. Это снилось однажды даже, что вроде я чистил и открыл голову, лицо, и на меня взглянул этот, и я, не бабушка, а я потерял сознание. Я не упал, а я проснулся от этого ужаса. Я просто проснулся от него. Видимо, такая была встряска психологическая, что я не смог. Когда вы поступали в институт, вы заполняли анкету? Да, конечно, обязательно. Что вы написали в графе «Отец»? Отец умер. Почему вы написали «Отец умер»? А мама мне сказала, сынок, только не пиши, что твой отец враг народа, не пиши. Ну, она не говорила враг народа, что твой отец в тюрьме она еще верила. Вот. Пиши, что отец умер. А в каком году? В 1937-м. Я понимал, что я в тюрьме отец могут не взять в институт. Я это понимал почему-то. Почему-то я думал так. Ленин всегда живой. Такие песни. Ленин всегда со мной. Ленин всегда. Что-то такое еще. Вот, а Сталина... Да все без конца. Без Сталина ничего не было. Ни одной лекции, ни одного какого-то вечера, ни одного... Это же, я же вам говорю, как только первое начало, когда доклад начинают и заканчивают, доклад, допустим, там доклад о Великой Октябрьской социалистической революции. А теперь да здравствует наша партия в начале, да здравствует наше государство, да здравствует наш дорогой, любимый, великий, могучий Иосиф Виссарионович Сталин. Уже еще даже только начинали, уже все вставали и аплодировали, и кричали, ура, ура! Вот так все было так. И на уроках, на каждом уроке история, особенно Сталин, только Сталин, это все. Утром включили радио, вот, и сказали, что умер. Бог ты мой! Я прямо упал на диване, в котором я спал, прямо лицом туда. И рыдал, сейчас смешно, как вот
и плакал, плакал. Лишились самого-самого, отца родного. Я за отцом столько не плакал, сколько за Сталиным. Мы в институт пришли, не учились, а только делились этим самым горем все, собирались все группами. Ну как же мы теперь будем жить? Слушайте, что? А кто будет? Кто же? Кто? Никого же нет такого, как был он. Ой. Там в Киеве, я был там, работал в аспирантуре, был в научно-исследовательском институте ортопедии и травматологии. И там нас собрали и зачитали письмо такое, закрытое письмо ЦК. Мы были в шоке, конечно. Мы все молчали, мы не знали, что это самое, что говорить, что никто ни с кем боялся заговорить. Ну как же такое? Что, оказывается, убивать вот это вот всех нас? Может, моего отца тоже? Что такое? Куда-то, наверное, маму вызвали. Да, куда-то вызвали. Мне сказали, что он мертв. Еще сказали, что мама получит специальную бумагу, и она получила вот ту бумагу, которая у вас, что-то одно из тех. Сказали, что он признан невиновным. А что мама пришла и говорила, а я так и знала. Я так и знала. Ну, мы поехали с братом, с братьями, нас 3 брата. Поехали в Винницу. Там сказали, что там дают дела наших родственников отца. Мы пришли в этот архив, нам дали паспорт, дали дело, и мы читали. И в этом деле, значит, она так аккуратно пронумеровано, и сзади, с той стороны, печать такая, сургучная печать. Вот, каждый листок был, там беседа с отцом, и каждый листок был подписан отцом. Вначале первые листы, много там было. Значит, первые листы отец, так как-то было его подпись, все такое, все было хорошо. Вот, а дальше уже последние, там были пятна. И мы спросили женщину, которая там, а что за пятна? Она говорит, а крові. Знаете, что им там робили, українка? Він там иголки под ногти засовывали. Вот. И я там нашел свое письмо. Толя! Вот мое письмо, которое Сталину я писал. Было там письмо мое лежало, поэтому я, так сказать, говорил о том, что письмо никуда в Москву к Сталину не пошло, а из Винницы это нам был ответ якобы от Иосифа Виссарионовича. Если бы сейчас к вам пришел Иосиф Виссарионович, как к врачу, вы бы стали его лечить? Вы знаете что? Вот я курицы не зарезал, курицы. Мама, приезжай в деревню, это самое лучшее, это сын приехал, курку тебе зарежу. Так она ходила везде, я не мог зарезать, я хирург, я оперирую. Я бы его вот так, дайте пистолет, расстрелял. Вот такая у меня к нему отношение. Что было написано в обвинительном заключении? Не знаю, не помню. Вы знаете, я не помню. Как-то мы как-то расстроились вот этими пятнами, и наш старший брат стал плакать, и, в общем, мы закрыли, и все, ничего. Можно было бы сесть, что-то переписать, бумагу взять, попросить, ручку бы. Мы этого ничего не сделали, потому что были все прямо убиты. Почему-то на нас вот эти пятна. Уже все молчали, никто ничего не говорил. Никто, 3 шли, заговорили уже где-то в поезде, сели в трамвай, молчали, где-то в поезде. Той брат сказав, ну і що ми добились, чого ми добились? Мы пожали плечами, чего, прочитали, увидели дело отца и все.